Считается, что высокая температура свидетельствует о реакции иммунной системы человека. Но также необходимо помнить о его опасности, которая осложняется судорогами у маленьких детей. Подробно об этом в рубрике «Эксперты здоровья». Лихорадки вообще делятся на два вида. Это красная лихорадка и белая лихорадка. Вот фебрильные судороги более быстро развиваются при белой лихорадке. Что это означает? Вот при красной лихорадке симптоматика бывает такова, то что ребенок весь горячий, весь он красный и конечности тоже. А при белой лихорадке конечности, руки и ноги, они бывают холодными. И при этом резкий идет скачок до 39 до 40 градусов, что приводит к фебрильным судорогам. Фебрильные судороги развиваются при повышенной температуре, потому что это нормальная реакция мозга. То есть идет изменение многих функций нейронов, и они начинают активные действия, свои активные действия. Это называется приступами. Многие родители путают судороги со ознобом. Озноб – это когда ребенок в сознании начинает дрожать при повышенной температуре тела, начинает укутываться. Укутывать ребенка нельзя. При развитии фебрильных судорог ребенка нужно будет резко раздеть, то же самое открыть форточку, ребенка ложить на бок и вызывать скорую помощь для оказания неотложной помощи. Но желательно не доводить до высоких цифр. Если ребенок предрасположен, конечно, к фебрильным судорогам, снижать температуру свыше 37,5. В остальных случаях выше 38,5 – это при замерении подмышечной области. Дорогие друзья, мы надеемся, что наша рубрика была полезной для вас. Всего хорошего и будьте здоровы!